Говорят, что, оказавшись в экстремальной ситуации, человек принимает решения в считанные доли секунды. Собрав волю в кулак, люди подчиняют действующее на уровне подсознания организм главному закону дикой природы инстинкту выживания. Описанные нами события произошли в лесной местности Красноярского края в ту пору, когда там властвовала суровая таежная зима. Солнечным январским днем мальчик 10 лет из окруженного лесами поселка отправился кататься на санках. Горкой ему служил склон оврага, расположенный в километре от селения. Мальчик катался здесь и раньше, поэтому родители беспрепятственно отпускали его порезвиться с соседской ребятней. Местность считалась тихой и безопасной, так как серьезных происшествий здесь отродясь не было. В тот день ребенку пришлось идти на горку одному, потому что большинство детей по разным причинам остались дома. Кто-то заболел, а кого-то попросту не отпустили родители. Мальчик скатился по склону раз, потом другой, радуясь тому, как хорошо скользят по снегу смазанные жиром полозья. Он направлял сани прямиком в сугроб, чтобы успеть вовремя затормозить и не улететь в самую глубь оврага. Поднимаясь по склону в 3-й раз, юноша ощутил, что за ним пристально наблюдают. Осмотревшись по сторонам, ребенок продолжил восхождение. Когда он поднялся на ровную поверхность, то увидел, что вокруг этой части оврага полукругом выстроились волки. При виде мальчика хищники глухо зарычали и сделали пару шагов по направлению к нему. Паренек, чувствуя, как дрожат колени, попытался справиться с волнением и взять себя в руки. Но волки продолжали сжимать кольцо, отрезав тем самым дорогу к поселку. Серые хищники были настроены агрессивно, и мальчик понял, что выход у него только один. Изо всех сил оттолкнувшись ногами от заснеженного края врага, мальчуган на санках стрелой устремился вниз, огибая сугроб, служивший тормозом. Вопя от ужаса, беглец старался проехать как можно дальше. Санки развили невероятную скорость, и мальчик, вцепившись в ручку, отдался во власть провидения. Ветер свистел в ушах, обжигая лицо и застилая глаза слезами, льющимися рекой от пережитого страха. Остановились сани лишь тогда, когда врезались в ствол, поваленный ветром сосны. Позади мальчик слышал рычание и азартное повизгивание волков, следующих за ним по пятам. Это добавило беглецу сил, и он, приставив санки к стволу разлапистой ели, как по лестнице, взгромоздился по ним. Став на цыпочки, мальчик дотянулся до нижней ветки. Потом, подтянувшись, он влез на дерево и обнял ствол руками. В этот момент, лязгая зубами, у ствола ели показались волки. Хищники, недовольно рыча, отталкивали друг друга, пытаясь дотянуться до сидящего на дереве мальчика. Парнишка просидел на дереве до темноты, окруженный голодными волками. Помощь пришла вечером, когда, встревоженные длительным отсутствием сына, родители подняли на уши всю округу. Охотники с собаками прочесали окрестности и обнаружили дрожащего от холода беглеца, который прислонился всем телом к заиндевелому стволу ели. Как объяснил егерь, этот год выдался морозным и снежным, что осложнило условия охоты для обитателей леса. Голодная волчья стая, увидев в мальчике легкую добычу, решила напасть на него. Если бы ребенок не пошел один, волки не отважились бы подойти так близко. Отвага и смелость парнишки заслуживают похвалы, так как в той ситуации рассчитывать он мог только на себя. Жителей поселка так потряс этот случай, что с тех пор в суровые зимы они перестали ходить поодиночке, вспоминая об истории, произошедшей с храбрым мальчиком. А что вы думаете, друзья, об этом невероятном случае? Если вам понравилась эта история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока!